Мне поступали вопросы по поводу SDK для очков Rocket, о которых я говорил ранее. Если вы хотите сделать приложение для iOS, и у вас там есть MacBook или что-то еще, то здесь есть небольшие проблемки. Доступ к iOS открыто не предоставлен. Нужно писать разработчикам Rocket и просить у них доступ. Например, я написал и уже жду 15 дней от них ответ. Ждем третьего участника, скорее всего, это главный разработчик. И, возможно, у них SDK для iOS не очень хорошо отполировано, чтобы давать в открытый доступ. Но если у вас Android, ну вот не такой, как у меня, да, и вы в основном пользуетесь Android, владеете Android Studio и пишете на Kotlin, то здесь хорошие новости. Вы заходите на сайт ar.rocket.com. Здесь вас интересует вкладка Yoda OS Pride. Это именно для очков Rocket. Yoda OS Master — это для другой линейки устройств. То есть у них там свой выносной блок. Нас это не интересует. Заходите на Yoda OS Pride. Здесь есть документация, версия уже SDK 1.1. Первая версия была в августе 2025 года, и вот апдейт последний был в 2026 году, в апреле. У них есть форум, где вы можете там по определенной платформе посмотреть какие-нибудь тикеты. Дальше вы должны зарегистрироваться на своем аккаунте Rocket, получить ключ разработчика, создать свое приложение, и можете интегрироваться в систему. То есть можете писать с нуля, либо обратить внимание на два репозитория. Они открыты для всех. Например, даже Rocket Official тегнул этот репозиторий. Это связка OpenClaw и очков Rocket. Это именно то, что меня и побудило для iOS себе сделать что-то подобное. То есть они и помечают автор репозитория, что это Jarvis-like, да, то есть experience. Здесь предоставлено полное описание, и если вы разберетесь, в целом вы можете себе поставить это все на Android, и оно будет работать. Заходите в репозиторий, и здесь написано, что есть и камера input, и лайвстриминг, и чат в телефоне с вашим OpenClaw, который установлен либо на сервере, либо локально. Показан, как устроено все общение между устройствами, то есть через WebSocket. И это все передается на экран очков Rocket. Вот показано HUD. Все, здесь можете посмотреть, этим можно пользоваться. Я часть функционала буду брать отсюда. Есть еще один репозиторий, он называется GlassKit. Он основан на OpenAI Real-Time, то есть здесь суть приложения такая. С камеры стримится по API OpenAI, что указано на столе, ну, то есть какие-то предметы изображены. Это все работает также через телефон, и он помогает вам готовить из тех продуктов, которые есть на столе. В целом задумка прикольная, но, по-моему, такой API очень дорогой. Имейте это в виду. Это были два репозитория, которые я для себя выделил. А по поводу iOS вы можете мне посочувствовать в комментарии, а я буду ждать ответа от разработчиков. Всем пока.